Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео покажу, как изготовить изделие, которое преобразит любой парадно-выходной образ, будь то платье или, например, комбинезон. Это нестандартное изделие, которое можно назвать рукавами, но я называю это пелериной. Приступим. Построение выкройки. Вам понадобится ваша выкройка-основа, полочка, спинка. Сразу измеряем горловину, так как в будущем она нам понадобится для построения воротника стойки. Итак, для начала нам нужно избавиться от этих выточек. Начнем со спинки. Нам нужно продлить линию горловины, поэтому я добавлю бумагу. Совсем небольшой кусочек. Избавляемся от плечевой выточки. Соединяем плечевую и талиевую выточку. Вырезаем. Закрываем плечевую выточку. При необходимости корректируем линию плеча. Продлеваем горловину на 5 сантиметров под прямым углом относительно центра спинки. Определяемся, какой длины мы хотим оставить пройму. Чуть больше половины будет достаточно. Проводим диагональную линию от новой точки горловины до желаемой длины проймы. Образовавшуюся выточку игнорируем. Спинка готова, можно вырезать. При выкраивании не забудьте отметить центр спинки. Это наша контрольная точка. Теперь моделируем полочку. Избавляемся от нагрудной выточки. Точно таким же образом, как делали это со спинкой. Определяемся, какой длины мы хотим оставить пройму. Также чуть больше половины будет достаточно. Проводим диагональную линию от центра горловины до желаемой длины проймы. Также перепроверю линию плеча. Чтобы все было идеально. Вырезаем. Наша полочка готова. И также отметим, что это у нас пройма. И это пройма.
Далее, чтобы избавиться от швов по линии плеча, соединяем полочку и спинку вместе. Скорректируем линию горловины. Теперь нам нужно измерить длину проймы. Для более точного измерения ставим метр на ребро. 21 сантиметр. А длина горловины соединенных изделий равна у нас 18,6. Эти добавленные 5 сантиметров в измерение не входят. Теперь моделируем рукава. Я моделировала их сразу на ткани, но сейчас покажу на бумаге, чтобы вы понимали принцип. Складываем, условно говоря, ткань вдвое по диагонали. Я покупала ткань длиной 2 метра, шириной 1,80 м. Этой длины мне хватило, чтобы выкроить 2 рукава, и оставшегося кусочка мне хватило на то, чтобы выкроить основу, то есть соединенную полочку и спинку. Прорисовываем линию рукава. Она должна быть немного длиннее линии проймы. Буквально пару сантиметров дополнительно будет достаточно. Также учитывайте припуски на швы, так как кроить сразу на ткани удобно. Моя линия проймы равна 21 сантиметр, плюс пару сантиметров дополнительно это 23, и плюс припуски на швы 2 сантиметра, 25 сантиметров. Если не уверены, как провести эту кривую, можете взять рукава со своей выкройки основы и использовать его как шаблон. Хотя здесь принципиальной разницы нет, какой именно будет изгиб плеча. Отмечаем центр рукава. Эту контрольную точку мы будем соединять с точкой соединения полочки и спинки. Далее, более длинная часть у нас будет идти на спинку, то есть это у нас задняя часть. Более короткая на полочку, передняя часть. Отрежем лишнюю ткань. Теперь заднюю часть я хочу немного скруглить. Чем плавнее эта линия, тем легче будет обрабатывать край. Не забудьте сделать надсечку, чтобы центр рукава не потерялся на второй детали. Наши 2 детали рукава готовы. Сборка изделия. Сначала мы обрабатываем края на рукавах и на соединенных полочке и спинке. Как обрабатывать края в подобных тонких тканях я объясняла в другом видео, ссылку оставлю в описании. Далее мы соединяем 2 детали спинки по надсечкам. Далее нам нужно будет выкроить воротник-стойку. Длина воротника равна длине горловины плюс припуски на швы плюс место для пуговицы. Ширина воротника равна желаемой длине умножить на 2 плюс припуски на швы. Затем мы выкраиваем точно такую же деталь воротника из дублерина или флизелина и соединяем эти детали.
и заутюживаем по центру сгиба. Затем мы соединяем воротник-стойку с основой изделия. Как пришить воротник-стойку я детально показывала в одном из своих видео, ссылку также оставлю в описании. Там я пришивала пояс, но принцип абсолютно тот же самый. После этого мы делаем петлю и пришиваем пуговицу. Все, нам осталось только пришить рукава. Здесь я края обрабатывала оверлочной строчкой. Чтобы край строчки не вылазил из-под изделия, можно его подогнуть и приметать вручную. Изделие готово. Спасибо за просмотр. Буду рада вашей обратной связи. А также ставьте лайки, подписывайтесь и будьте стильными.